Я сейчас еду в самый опасный город Перу, и не только Перу, возможно, в самый опасный город мира. Он называется Ля Ринконада и находится на высоте 5200 метров. В самом городе очень опасно, потому что там добывают золото. Находятся желающие это золото отнять, например. Какой-то шахтер нашел золото, находится кто-то, кто хочет его отнять. Вот эта дорога сама по себе очень опасная, потому что единственная дорога, которая ведет в этот город. И как думаете, по какой дороге возят золото? Какие-то военные стоят, точнее частная охрана. Охренеть, со стволами, чуваки, посмотрите. Вот про что я говорил, когда говорю про то, что золото вывозит частная охрана, посмотрите. Буэнос. Охренеть, они все со стволами. Просто жестко. Заезжаю в город, и здесь на въезде в город очень много мусора. Просто горы мусора лежат. И запах такой, ну не сильный на самом деле запах. Пахнет мусором, но, видимо, из-за того, что холодно, запах не очень резкий. Летают птицы, они едят этот мусор. Как бы сюда еще заехать, здесь везде грязь, дороги нету, все убито. А главное, что все мокрое очень. А из этого мокрого все скользкое. Здесь очень стрёмно, но сама атмосфера стрёмная. Главное, что здесь еще очень дерьмовые дороги. И непонятно, как мне добраться туда, отеля до какого-нибудь. Просто как будто апокалипсис какой-то. Честно, не ожидал такой атмосферы. Заехал на какую-то главную улицу. Ищу здесь отель, где можно остановиться. Везде вывески о том, что продается золото. Я заселился в отель. Здесь чертовски холодно. На улице уже стемнело. И на улицу после темноты, конечно, лучше не выходить. Хотя очень хочется есть. И вообще бы неплохо выйти что-нибудь поесть. Вот очень красноречивая надпись. Написано «Сеньор клиенте, асегуре су пуэрто». Это значит «Сеньор клиенте, закрывайте дверь, держите ее запертой, чтобы кто-то посторонний, видимо, не вошел». Поставил мотоцикл на стоянку. Чуваки на стоянке мне сказали, что очень осторожно. Короче, они работают только до 6, потому что позже людей здесь нет, потому что нападают. И посмотрите, я здесь в центре. Ну, на одной из площадей. Это не самый центр, есть другой центр. Здесь вообще никого нет. Типа вообще нет людей. А в Латинской Америке это значит, что это пиздец какое опасное место. На меня люди вообще оборачиваются из-за моей внешности. Поэтому я накинул капюшон. Хорошо, что моя эта мотоциклетная одежда, она чем-то напоминает одежду шахтера. Меня горняшка схватила. Короче, болела голова. Сейчас продолжает болеть, но меньше. Таблетку съел. Вообще при горняшке очень важно пить много жидкости, поэтому я просыпался, но от того, что голова, во-первых, болела, а во-вторых, от того, что чувствовал сухость во рту. Я изначально заранее поставил бутылку с водой рядом с кроватью и постоянно пил. Это одна из главных улиц города. Если посмотреть по сторонам, тут везде вывески, хостел или гостиница. Это потому, что вообще шахтеры приезжают сюда на 5 дней. То есть они приезжают, 5 дней работают, и на выходные они уезжают. И, как правило, у многих нет здесь своего жилья. То есть они просто тупо останавливаются в хостелах или в отелях. Есть здесь небольшой такой городок из самодельного, из самостроя, да, где останавливаются шахтеры, которые здесь уже много лет работают, там 5 лет, 10 лет. И у них, конечно, уже есть какие-то свои такие импровизированные домики. Они, как правило, сделаны из листов жести, из таких железных листов. И они там живут, ну, то есть, как бы там тоже особо нет никаких условий. По сути, просто укрыться
укрыться от ветра и положить свои вещи. Транспортировка людей между шахтами происходит вот на таких Тойотах, на таких микроавтобусах. Sí, verdad. Sí, me quema, verdad. Ехать в этих микроавтобусах довольно жестко, потому что трясет очень сильно. Quiero ver tu cara, Pentitup, entonces. ¿Cómo? Sí. Vamos, gringo, te voy a apoyar, un like. Полицейский ко мне уже подошел, сказал, что очень опасно мне здесь находиться, и он очень удивлен, что я сюда приехал один из-за того, что здесь очень небезопасно. Шахтеры бастуют, они хотят больше безопасности в своей работе, поэтому они сегодня собираются для того, чтобы как-то с компаниями, которые предоставляют работу, этот вопрос закрыть. El día de hoy muchos mineros preocupados, tanto mineros, docentes que soy yo, comerciantes, lavanderas, transportistas, médicos, enfermeras, estamos aquí en una reunión para que pueda reabrirse las minas y así los mineros puedan trabajar y nosotros también vivir de ello. Yo soy profesora, entonces si los mineros se van y se llevan a sus hijos, yo ya no tendría estudiantes con quienes yo trabajar. Entonces esto me va a perjudicar bastante porque al no haber alumnado va a haber recorte de personal y yo me veo afectada. Пришли к муниципалитету и сейчас будут заявлять о своих проблемах. Я думаю, они уже заявили. Вот. Поэтому, бля, у меня камнями что-то кидаются. A los hermanos trabajadores cachorreros pueden reunirse acá en la plaza, discutir públicamente, pero sin tener conflictos, más bien, desde ya, sin tener conflictos. У меня кидались даже камнями, ну так, мелкими, скажем так, из-под тишка. Когда началась встреча, один из толпы начал выкрикивать, типа, что здесь я делаю. Там его успокоили другие чуваки, но, короче, очень неприятно. Para mí. Продолжается вот встреча, они здесь разбирают, что будет дальше. Вроде бы пообещали, мэрия вроде бы пообещала шахтерам больше поставить камер videonaблюдения, чтобы было более спокойно. Disculpe, señores, ¿y podría preguntar unas preguntas para la cámara? Никто не хочет, если честно, со мной говорить. Muchos trabajadores que les puede informar con mayor, como decir, mayor conocimiento. Очень сложно с людьми общаться, и есть какая-то такая агрессия, очень-очень неприятная. Es una zona un tanto bastante peligrosa. Hace mucho frío, no hay calidad de vida, no tenemos agua potable en todo momento, no hay servicios básicos. También la forma de llegar es un tanto triste, entonces no estoy muy contenta de trabajar aquí, pero mi labor docente, el amor que yo tengo a mi profesión, me invita a estar acá para poder trabajar con los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchos docentes que llegan acá tienden a ver la realidad y renuncian, dejándolos a la deriva. ¿Y cuántas horas como minero trabajas? Los trapicheros, mulineros. De los contratistas. Pero yo me hago la pregunta, y hacemos todos la pregunta. Здесь есть независимые шахтеры, они работают независимо. И корпорация хочет закрыть для них доступ к шахтам, чтобы только сотрудники этой корпорации могли заниматься добычей золота, а простые люди, которые независимо работают, не могли добывать золото. В городе проблемы с канализацией и проблемы с туалетом. И вот так выглядит публичный туалет. Такие кабинки. Сюда люди просто заходят справить нужду. Здесь такие бочки, где вода, чтобы смывать. La basura está botada por ahí, el frío, más que nada el frío que viene atacándonos y tenemos que estar muy bien abrigados. И здесь рядом с кучей мусора красноречивая надпись: запрещено кидать мусор. Ух, какой пес вышел. Охренеть. Вот это пес. Охренеть, он с меня, что ли, размером. Так, песик, прости. Прости, песик.
Мы уходим. Ребята, я могу продолжать вести свой канал только благодаря вашей поддержке. Сейчас на YouTube ситуация не очень хорошая, он заблокирован на территории России, поэтому если у вас есть возможность, то я прошу вас поддержать, подписаться на Patreon или на Boosty, сделать разовый донат с рублевой, например, карты или скрипты, потому что я могу продолжать снимать документальные проекты, я могу продолжать снимать свои путешествия только благодаря вашей поддержке. Поэтому, ребят, пожалуйста, поддержите, сейчас это важно как никогда. С меня видосы. Представьте себе спортзал на высоте 5100-5200 метров, и здесь люди тренируются, шахтеры тренируются после тяжелого рабочего дня, они приходят, чтобы поднимать еще тяжести. Yo soy ex fisiculturista, antes yo he hecho ejercicios, me gustaba, he amado los fierros y cuando vine acá no había gimnasios, entonces los hijos crecían, la necesidad era mayor y necesitaba una fuente de ingreso, ¿no? Entonces por eso llegué a la mina como una forma de explorar, ver de diferentes formas, no era económico, sino era una forma de buscar solvencia, ¿no? Hubo un momento que me enfermé, entonces mi alternativa, mi solución era antes, cualquier enfermedad, problema era gimnasio. Entonces buscando encontré un pequeño gimnasio, pequeñito, de unas amistades. Al ver las máquinas regresé, retorné como un retroceso de vida, ¿no? Me fortaleció. Las personas que tenían gimnasio, pequeño gimnasio, me dijeron para pasarme, ¿no? Y para pagar con cuotas, algo así, ¿no? Entonces, como no había mucho trabajo en la mina, opté esta opción que es mi sueño, que me gusta. Por eso decidí formar y me dejaron el gimnasio. Punta de los echaderos apareció, por ejemplo, en Carmimpata, por esos lados que ha aparecido, los muertos. A diario. Спикер рассказывает, что каждый день находят мертвых, убитых на шахтах. То есть здесь реально очень-очень небезопасно. Людей убивают за золото. То есть кто-то находит золото, его потом где-то поджидают, убивают. ¿Qué es más complicado sobre tu trabajo? Por la preocupación que nosotros tenemos en este pueblo. La inseguridad de la mina. No solo están buenas personas acá, sino también por el tema del oro y de la minería ilegal han llegado personas de mal vivir. Delincuencia armada. Eso es lo que más se teme, ¿no? ¿Y qué sucede? Como roban con armas. Sí, en las minas, robo con armas, ¿no? No hay. ¿Por qué es peligroso acá? No, siempre es personas de mal vivir, ¿no? Pero la policía está preparada, podríamos decir, para combatir, contrarrestar, para dar la tranquilidad a la población. Creo que lo más peligroso es el uso de las cantinas donde liban licor y empiezan a haber tal vez grescas donde podrían tal vez chocar los mineros o con las mujeres y todo ello. Eso me parece realmente peligroso. ¿Y cuántos policías hay acá? Bueno, pues acá hay buen número de efectivos para la seguridad y tranquilidad acá de la población. ¿Y son suficientes? Sí, suficientes, muy suficientes. ¿Y qué roba? ¿Es quién? Mineral, con orito, lo que queda. ¿Y quién hace? ¿Es la gente de afuera? Puede ser gente de afuera o personas que les gusta algo fácil, ¿no? ¿Y juntan con un grupo y hacen esto? ¿O? Sí, son grupos. Son grupos. ¿Y acá roban minas? No, ¿No? Casi no. Acá hay muchos mineros que trabajan pues, así para solventar sus necesidades de su familia. ¿Por qué hay tanta seguridad privada en las minas? Para que no se cometan, para que no haya, para prevenir pues, los delitos. Para prevenir el delito. ¿Y están en Capaz? También preparados. ¿Y te gusta tu trabajo? Me encantan.
Me encanta, yo amo mi trabajo. ¿Qué te gusta más sobre tu trabajo? Es un honor trabajar, digamos, si ser el miembro de la policía. ¿Y hace cuánto trabajas así? Ya pues años, más de 30 años. No, ya es peligroso ya. Sí? Sí, no, ya no examen. Это на самом деле не провода, это трубы, по которым течет вода. Там вверху на леднике добывают воду, потому что здесь внизу вся вода, она загрязнена из-за того, что здесь с помощью ртути добывают золото, да. И это очень такой ядовитый процесс, соответственно, много воды нужно просто для производства, да, для вымывания золота, и плюс для жителей этого города, то есть нужна вода. И ее берут сейчас с ледника, потому что здесь внизу есть озеро, огромное, хорошее, красивое озеро, но оно все загрязнено ртутью сейчас. Pero usted es valiente para estar solo. Ой, estúpido. Valiente para estar solo, sí. Короче, сейчас пробую местный супчик. Надеюсь, есть такая вероятность, что в нем большое содержание ртути. Ну, по вкусу так и не скажешь, вроде бы обычный куриный супчик. Следующее блюдо – это курица-гриль, картошка фри, небольшой салатик к этому всему. И стоит это удовольствие 20 солей. Кушать хочется, поэтому придется есть. Здесь есть футбольное поле. Напомню, что я нахожусь на высоте 5200 метров, и здесь футбольное поле. Не представляю, как здесь можно играть в футбол, потому что дышать тяжело, но, наверное, привыкаешь. Трава, которая на этом футбольном поле, это, естественно, не настоящая трава, потому что здесь уже не растет никакая трава. Это просто искусственный газон. Сакай оро? А? Puede ser? Вот женщина только что здесь набывала золото. Вот просто ручей. И там ниже еще по течению тоже сидят люди. И вот намывают золото просто. Меня угощают листьями коки. Си? Вот прямо здесь. И como Esta puntita lo sacas. Ага, eso no. Pon esta. Es así. ¿Así? Así. Con esto échale un poquito. ¿Eso qué es? Es lejía. Para que indulce. ¿Y que cada día comen? Sí, es la fuerza. Un poco. Para el trabajo. Con esto más. Eso da fuerza, la coca. Más, pica eso. Pero es una piedra. No, ese es de cañigua. От него кусочек отламываешь, и он сладкий, а кажется просто камень. Esto nos da fuerza, pues, fuerza para trabajar. Gracias. Надо жевать, и вот здесь вот, когда ты ешь коки, ты их ешь, ты жуешь их, и потом за щеку. Ты их пожевал, и они у тебя за щекой. И все время их за щекой как бы сохраняешь, и как бы они дают тебе силу. И comer, ¿cuánto candidato? No se come, acá se junta. Ok. La savia nomás, el líquido se pasa adentro. La coca ya más pichado, ya lo botas ya. Ya se bota ya. Clarito se vuelve chuma. Ну и здесь, в горной местности, в Перу, там, в Боливии, используют как раз-таки, чтобы была энергия. Говорят, что с горной болезнью помогает бороться, но на самом деле оно не то, что помогает бороться, оно помогает, просто дает тебе дополнительную силу, и у тебя есть сила просто дополнительная, но с самой горной болезнью оно не борется. А вот игровой зал, наверное, одно из важных мест этого города, потому что сюда приходят люди развлекаться, и видно, насколько жадно здесь все заставлено игровыми автоматами. Просто посмотрите, сколько всего прямо натыкано в тесном пространстве. Вот, например, баскетбол, да, видеоигры, да, ездят на автомобилях, гонки какие-то. И все это, конечно, не бесплатно, 1 соль стоит запустить игру, ну и, соответственно, дальше играешь, развлекаешься. Сейчас не очень много людей здесь, но все равно есть люди, шахтеры, сидят, играют в такие видеоигры и как-то проводят свободное время. Я сам решил сыграть в одну из игр, сейчас попробую. Да, в этом городе реально нечем заняться, если даже я сел за видеоигру.
¿Qué te gusta sobre tu trabajo acá? Lo que me gusta es que al haber muchos estudiantes de diferentes regiones, podemos en algún momento compartir todo lo que es su cultura, su forma de ser y ver todo eso. Es enriquecedor como docente en poder encontrar diferentes formas de pensamiento en los niños y también en los papás, ¿no? Conversar con ellos, que también son muy activos. Al principio yo imaginaba que por ser una zona minera con el agua y todo ello, que no iba a encontrar estudiantes que tuvieran algún talento, pero veo que me he equivocado y sí tengo muy buenos estudiantes. Me encanta trabajar acá. Gracias, чао. Выезжаю из Ринконады. Здесь все производства стоят, почти нет шахтеров. Человек, с которым я договаривался, который мне проведет в шахту, сегодня сказал, что не приедет, хотя я его ждал. Очень неприятная ситуация на самом деле. В шахту некому меня провести, к сожалению, или к счастью, не знаю. Да и шахты все стоят, поэтому надо сваливать отсюда, пока меня тут не ёбнули, не ограбили или еще что-то не случилось. Не очень приятное место. Только что собирался, паковал мотоцикл, заебался пьяный шахтер. Я 4 дня провел здесь на высоте 5200. Скажу, не очень были условия. В отеле было холодно, душа не было. Впереди передо мной расстилаются другие шахты. И Кордильера, горная цепь Андская. И, конечно же, горы мусора на выезде из города. Можно сказать, что это местная достопримечательность такая. Очень жаль, что так. Так что, ребята, давайте ценить такую прекрасную природу. Здесь, к сожалению, все загрязнено мусором и ртутью отравлено. А так здесь очень-очень красиво.